Сегодня в парке аттракционов Йомиури-ленд проходит коллаборация с аниме Ошиноко, или «Звездное дитя», как перевели его на русский. А раз так, то я просто не могла не сходить туда и не оценить все происходящее лично. В общем, всем привет, с вами Катерина и канал Hobby Fun in Japan. И вот в этот дождливый день наши приключения в парке начинаются! Кстати, я специально пошла в парк в дождь, потому что сейчас в Японии просто нереально жарко, и гулять в солнечную погоду совершенно невозможно. Но хватит про погоду! Прямо на входе нас встречает огромный плакат с новым артом этого сотрудничества. И просто огромное количество флагов с персонажами. И знаете, флагов не просто много, их целое море. И они развиваются на центральной лестнице, боковых переходах, около аттракционов и, конечно же, около всех тематических мест парка. Такое их количество просто не может не остаться незамеченным, даже простыми посетителями парка. Наверное, это самая яркая коллаборация, которую я когда-либо тут видела. А была я здесь не раз. Например, прошлой зимой я уже приходила в этот парк и снимала сотрудничество с Хацуне Мику. И знаете, в то время украшения парка не были такими роскошными. Флажков почти не было, а из других декораций можно было лишь найти несколько аниме-картонок персонажей и виниловые наклейки на стекла некоторых помещений. Да и интересные места нужно было очень сильно поискать. Сейчас же арты и персонажи буквально вылезают из каждого угла. В общем, очень и очень красиво. Кстати, в официальном арте сотрудничества представлены только 5 персонажей, которым сделали дизайн одежды с милыми ушками. Да и обычные их костюмы на флагах тут тоже есть. А еще есть Ай. Она хоть и не входит в состав сотрудничества, но вы же понимаете, что ее просто не может не быть. Так что флажок с ней тоже имеется. Из украшений в парке есть также и традиционное развлечение, которое я всегда называю так – сфоткаться со всеми аниме-картонками. Это такие плоские персонажи из аниме в полный рост, которые расположены в разных местах парка. И, конечно же, раз это традиционное развлечение, то я тоже поддалась всеобщей панике и перефоткалась со всеми этими картонками вдоль и поперек. Кстати, этих самых картонок всего 5 штук, ровно по количеству участвующих персонажей. И казалось бы, сфоткаться с ними можно очень быстро, но вот только расположены они оказались в очень отдаленных местах, и чтобы найти их все, пришлось потратить достаточно много времени. Хотя это, конечно, стоило того. Сколько ярких воспоминаний! Так, с украшениями разобрались, пора бы зайти в магазин. Ведь если есть сотрудничество, то всегда есть и сопутствующие товары. Но до товаров еще нужно дойти, потому что по пути в магазин вас по-любому отвлекут расклеенные всюду на стенах арты и кадры из аниме. Ладно, отвлечемся от картинок и перейдем уже к тому, ради чего я сюда пришла. Итак, что мы имеем? Очень и очень маленький стенд, содержание которого оставляет желать лучшего с точки зрения количества, но при этом достаточно интересный по наполнению. Тут есть и печеньки в красивых коробках, и акриловые стенды, и постеры, и гобелены, и даже футболки, и не только с символикой коллаборации, но и с символикой айдол-группы Бикомачи. В общем, не очень много, но для японских фанатов вполне достаточно. Кстати, для особых ценителей аниме, кроме сувениров основных персонажей, есть и кое-что забавное. Но все эти штучки – это не самая главная моя цель здесь. Я пришла сюда вот за этим, за штамп ралли. Мои старые подписчики, наверное, помнят, что я просто огромный фанат таких развлечений. А для новых зрителей расскажу об этом поподробнее. В общем, вы покупаете, а иногда и просто получаете бланк с пустыми ячейками, в которые нужно поставить печати, расположенные в разных местах. Цель этого действа в том, чтобы заполнить бланк целиком, отнести его в специальное место и получить мини-приз.
Приз, кстати, всегда не очень дорогой. Зачастую это просто тетрадочка, папочки для бумаг или значок, как в этот раз. Но, если честно, то я участвую в штамп-ралли не ради приза, а просто потому, что это весело. И самое главное, что этот самый бланк не забирают, а просто ставят в нем отметку о том, что приз получен. Так что этот самый бланк становится, наверное, даже более ценным, чем сам приз, ведь это память об участии в мероприятии. Кстати, пока заполняешь бланк, очень приятно смотреть, как на месте пустых ячеек появляются персонажи из любимого аниме. Ну вот, все штампы поставлены, и пора бы уже пойти получить мой приз. Как я и сказала ранее, приз – это вот такой вот красивый значок с главным артом мероприятия и всеми 5 персонажами на нем. Что ж, ралли пройдено, приз получен, так что пришла пора подкрепиться. Начну я, конечно же, со сладкого. Специальные блинчики с кремом, мороженым и фруктами выглядят очень аппетитно. Блинчики, кстати, очень интересные. Первый посвящен чисто одному Акве, так что и печенька на нем может быть лишь с ним. А вот второй называется Бикамачи блинчик, и на печеньке может красоваться любая из 3 новых участниц. И, конечно же, выбрать печеньку нельзя. Это японский рандом. А еще к любой коллаборационной еде всегда дают костеры. Мне вот сейчас попались Аква и Ай. Я считаю, это победа. Блинчики, конечно, вкусные, но крема в них слишком много. И после такой ударной дозы сахара очень хочется попить. Благо, коллаборационных напитков тут тоже более чем предостаточно. Я, пожалуй, сразу возьму Акву, Руби и Мемчо. Вообще хотела купить их все, но именные напитки Каны и Акане очень сладкие, и их очень тяжело будет пить в жаркую погоду. И раз уж это специальные тематические напитки, то мне опять же выдали 3 случайных костера. Итак, что же мне попалось? Итак, Мемчо, Йон и еще одна Ай. Не люблю повторки, но в случае с Ай это не страшно. Кстати, тут есть и нормальная коллаборационная еда. А именно звездное карри. Это единственное тематическое блюдо, сразу же посвященное всем 5 персонажам. Но его, к сожалению, я сегодня не попробую. Во-первых, я уже очень сильно наелась. А во-вторых, есть очень горячее, да еще, наверное, и острое карри в дикую жару, да еще и на улице. Это испытание явно не для меня. Хотя, когда я смотрела рекламу парка, я очень хотела его попробовать. После обеда, я думаю, пришла пора покататься на аттракционах. И раз уж я пришла на коллаборацию, то и аттракционы хочу выбрать тематические. Итак, первый – Spin Runway. Крутимся в темноте с неоновой подсветкой. Второй – это Птерозавра велик. Третий – это Hero Training или тренировка героев. Еще был бейсбольный тренажер. Точнее, просто обычная кабинка для бросания бейсбольных мячей в мишень. И последний, 5-й аттракцион коллаборации – это вращающаяся карусель. В принципе, это все обычные аттракционы парка, которые просто во время сотрудничества украшены картинками с персонажами, и периодически во время катания на них играет музыка из аниме. В общем-то, ничего особенного, но фанатское сердечко радуется. Есть тут, кстати, еще очень навороченный аттракцион. И, конечно же, это всеми любимые вагонетки. А особенное в нем то, что при подготовке и запуске там не только играет опенинг, но еще и голосами персонажей происходит объявление о подготовке и старте. Ну и тут, конечно же, имеется самый большой плакат.
Ну что ж, я сегодня очень хорошо отдохнула, но, как обычно, пришла пора возвращаться. Так что я, пожалуй, прогуляюсь еще разок по аллеям и лестницам с флагами и буду собираться домой. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее приключение. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч на моем канале. И не забывайте подписаться, впереди еще много интересного.